Мир вам, милости Вышнего, друзья! Можно я сегодня похрущу? Смотрите, какая вкусная капуста. Вы ее сможете приготовить очень легко и просто. И к тому же ферментированная капуста очень и очень полезная. Здесь нет никакого уксуса. Вот ингредиенты, которые нам нужны. Чеснок, перец, сама капуста, 1 свекла, перец горошком, лавровый лист и сама, соответственно, 3-литровая банка. Буду я готовить это в 3-литровой банке. За кадром еще соль, но это мы уже потом добавим. Итак, для начала нужно порезать капусту. В 3-литровую банку достаточно, наверное, где-то 1,5 килограмма. Ну, может быть, чуть меньше, чуть больше. У меня был большой вилок, из него много вкусного приготовила, поэтому остаток использую в приготовлении этой капусты. Итак, на дно ложим часть свеклы, чесночок и укладываем капусту. Капусту нужно уложить довольно плотно, но как у вас получится. И в хаотичном порядке далее все овощи укладываем поочередно. Кинули чуть-чуть лаврового листа, горького перца, положили острый перчик, сверху опять капусту и остальные овощи. Смотрите, что хочу сказать, что время приготовления капусты зависит от температуры. Если комнатная температура достаточно теплая, она может приготовиться быстрее. Если нет, то может приготовиться чуть позже. Капусту нужно укладывать плотно, потому что она осядет потом, когда уже будет готова. Сверху мы насыпаем 3 столовые ложки соли. Если вы чувствуете, что еще можно туда положить капусты, то можно еще утрамбовать ее. И заливаем просто проточной водой или фильтрованной водой. Сколько возьмет. Не нужно не варить никакого сиропа, ничего. Вот так мы оставляем, накрываем крышкой и оставляем ровно на сутки, не трогаем. У меня капуста стоит на подоконнике на кухне. Вы тоже можете также поставить. Итак, капуста через сутки чуть-чуть дала цвет. Мы протыкаем ее ножом, чтобы газы вышли. Пару раз достаточно это сделать. И все. Можно опять накрывать крышкой и убирать туда же. Крышка у нас закрыта не плотно, помните, да, об этом? Прошли 2 сутки. Свекла отдала больше сока. Но капуста у нас еще, конечно, не готова. Также протыкаем, делаем проколы. Пару проколов в банке, даем выпустить газы. И накрываем крышкой, отставляем. То есть вы понимаете, да? Она не требует даже 5 минут в день на нее времени. Но итог вам очень понравится. Вот у нас уже 3 сутки прошли. И видно, что уже капуста более красная. Через день-два она будет готова. Проводим ту же самую процедуру и убираем также. Вот уже капуста у нас практически готова. Можно, конечно, еще 1 день подержать ее, но я не удержалась и решила попробовать, потому что на цвет она практически прокрасилась. Значит, ферментирование подошло практически к концу. Можно ее пробовать и угощать своих родных и близких. Хруст этой капусты вы уже слышали. Она уже готова, поэтому можете с удовольствием ее пробовать. Хранить нужно при закрытой крышке в холодильнике эту капусту, но долго она у вас храниться не будет. Я уверена, вы ее быстро съедите. Так что готовьте. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, распространяйте. Спасибо, всего хорошего.